Итак, ребят, всем привет! На самом деле, в последнее время не люблю записывать подобные видео, но меня просили посмотреть ситуацию в Харькове, да, что, зачем, почему, прокомментировать. Также, я думаю, многие в курсе последних новостей, вот того, что происходит у нас здесь в стране. И я думаю, тоже многие не знают, чего ожидать. И я решила рассказать то, что видела еще до этого, смотрела по Харькову. И, в принципе, кратко, да, рассказать о том, что, по моему мнению, будет дальше или к чему там, чего ожидать, или к чему готовиться. Для начала говорю, что, во-первых, давайте так, то, что я скажу дальше, это чисто мое личное мнение. Назовем это так. Я никого ни к чему не призываю. Ничего никому не пытаюсь там внушить или сказать, что вот там это там истина в последней инстанции или еще что-то. Я говорю только то, что я считывала с тонкого плана, ну и плюс мои личные, да, какие-то ощущения или понимание того, что будет дальше. Так вот, когда еще мне муж, он меня немного следит за вот этой всей ситуацией, мне сейчас за этим следить немного некогда. Он мне сказал, что там сдают Харьков, все сдали Харьков, там еще какие-то города, ну, что там большую территорию какую-то, мол, в России там сдали все, типа, что вот там русские, значит, вот эту всю спецоперацию, типа, просрали, там все, зачем было, ну, короче, вот такое вот он начал говорить, что и, типа, многие говорят, что все, значит, все. И я решила посмотреть это все на тонком, в каком виде это выглядит. И то, что я увидела, мне очень не понравилось. И не бегайте там, не прыгайте от радости, те, кто подумал, что, о, да, да, наконец-то там они там слились там или еще что-то подобное. Да ни хрена, ребята. То, что я увидела, мне не понравилось по другой причине. Мне не понравилось то, что ни хрена они ничего не слили. То, что отвод, вот этот вот, знаете, как некоторые там блогеры говорили, что подумали ли они о людях, да, которые там останутся, и подумали ли они о том, что сейчас все вот там пойдут отряды там какие-то, которые будут этих людей что-то там с ними делать, которые пойдут этих людей там, ну, в общем, я думаю, те, кто наблюдает за ситуацией, знают, да, что там происходит. И мне четко пришло, что знали, что там будет, знали, что такое. Но, знаете, не больно-то они о людях думают. У них там другое в голове, к сожалению. И это было все, ну, не то чтобы специально сделано, но типа того. То есть они знали прекрасно о том, что такое возможно. И сделали это специально для того, чтобы, во-первых, создать прецедент того, что еще раз типа ткнуть носом, посмотрите, вот там, что они там делают с этими людьми, да, вот типа люди там, что они виноваты, вот они там своих же там, вот то вот все. Во-первых, прецедент, во-вторых, отвод был сделан специально. Я видела, знаете, вот это считывается с тонкого, когда ты считываешь там типа боевой дух солдат там или что-то такое, когда ты там считываешь настроение людей, там, которые воюют или подобные вещи. И знаете, те люди, которых оттянули, то есть их типа с вот этих вот зон, да, убрали и поближе там вот этому вот ДНР, ЛНР, да, туда их оттянули в те зоны. У них не было ощущения, что все проиграли, там все очень плохо, что вот мы там, значит, там где-то проигрываем. Ну вот не было такого у них ощущения. Они, знаете, такое ощущение было от них. Это то, что мне идет с тонкого, опять же. Я не скажу, что это у всех так, но я смотрела вот
поверхностное, да, какое-то ощущение, которое идет от ситуации. И там шло такое, что люди спокойны, они как бы там стоят, кто-то курит, кто-то что-то, и они смотрят на часы. Вот такие шли образы. То есть это общее. То есть они чего-то ждут. Они ждут какой-то то ли команды, то ли чего-то, да. А вот, и они чего-то ждут, и они спокойны абсолютно. То есть там что-то типа должно произойти. Ну, сейчас уже, наверное, некоторые, может, догадались уже, что должно произойти, почему вообще весь вот этот вот отход был. Но муж у меня тоже говорил, типа, вот, что там уже и по Белгороду, значит, там долбают и туда, и сюда, и вот сейчас, значит, вот это вот все пройдут, и они пойдут там на Белгород, пойдут еще куда-то, но я не видела вот этого момента, и причем у меня было восприятие такое, что они как будто этого и ждут. Вот как будто они специально, то есть есть момент того, что они дают это сделать для того, чтобы вот создать прецедент. Ребят, простите, это все вот то, что я сейчас говорю, мне самой вот от этого всего мерзко. Это не я придумываю, да, там, в плане того, что это то, что мне идет, и мне самой мерзко осознавать вот это все, мне мерзко вот это вот все как бы и вам рассказывать, потому что, ну, вы, наверное, знаете, да, там в части типа политика это грязное дело и все дела. И они специально создают прецедент, то есть им нужно, чтобы типа зайдите, зайдите. Но я думаю, многие знают о том, что сейчас на территории Украины очень много находится наемников, очень много находится людей из других государств. То есть очень много там в составе того же там ВСУ и теробороны и остальных. То есть не то чтобы добровольцев из других стран, это далеко не добровольцы, а профессиональных наемников, которых туда специально засылают и из Соединенных Штатов, и из других стран. И фактически там, получается, сейчас идет, ну, можно сказать, Третья мировая, да. Но только одно дело, когда этих солдат перекидываю, да, войска НАТО там или как их там, хотя типа официально их там нет, да, но, знаете, это как вот было там до этого тоже. Официально их там нет, но они есть, да, вот на Донбассе, когда там типа вот они там все говорили, вот русские, русские, да, ну вот. В общем, вы же понимаете, большая политика, да. И тут то же самое. Официально их нет, но они есть. Но их типа не за что уцепить и сказать, что вот какого хрена, дорогие мои, вы типа вот а, пришли на эту территорию, и какого хрена там делают войска типа других стран. Потому что, ну, типа мы помогаем этой стране, вот она там ее там вот так вот, там ее захватывают, там, то есть под этим вот флагом они вот это вот все туда тащат. Я не буду сейчас комментировать, хорошо это, плохо, пускай кто хочет, как относится к этому. Я сейчас говорю, ну, грубо говоря, постфактум. Но а, прецедент в чем должен быть? Понимаете, что если эти войска зайдут на территорию РФ, это уже будет не просто то, что там эти войска там помогают Украине или что-то. Это будет уже практически официальное объявление войны. А, ну, мое чисто имхо мнение. То есть реально их можно будет за это типа сказать, что смотрите, значит, войска там каких-то там в Польше, да, еще чтобы вы, может быть, помните, как Байден так прилетел куда-то в Польшу, по-моему, или в какую там страну прилетел, еврозоны, и когда была встреча с солдатами, он им сказал, что типа, вот там, значит, на Украине творится то-то, то-то, да, вы сами скоро поедете туда и узнаете. И вы думаете, что он это просто так сказал? Да, он старый, может быть, там, да, может быть, у него там какие-то заболевания, в которых его обвиняют, но
Тем не менее, он это тоже не просто так сказал. Это, знаете, оговорка такая по Фрейду. И вы думаете, эти люди туда не поехали? Да я больше чем уверена, что они там. И не только они, и не только в этой стране, да, отправили, но и в многих других. И то, что там сейчас творится, то есть поймите, но если вот эти ребята, да, отправленные, НАТО фактическое, войдет, не просто будет там помогать Украине, допустим, а фактически войдет на территории, которые будут признаны а, РФ, да, территориями РФ, это будет как фактическое объявление НАТО войны РФ, как прецедент. Ну, может быть, не прям фактическое объявление войны, но прецедент. И вот это я считала еще когда не было вот той катавасии, которую объявили вчера. И то, что я это считала, мне это очень сильно не понравилось. То есть и такое ощущение, что они прям вот не то чтобы вынуждают, а типа говорят, ну давай, 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 попробуй, давай. А, Создай это. То есть это как будто вот мы можем, да, типа сказать, но в то же время мы не можем. То есть мы заперты определенными границами, но в то же время мы хотим, но не можем. Это вот со стороны, я имею в виду Европы, США. Так вот, насчет еще Харькова немного хочу сказать до этого, что отвод был вот этот, в том числе то, что мне считалось, помимо вот этого вот растягивания, помимо того, чтобы создать вот такой прецедент, А, это еще было для того, чтобы типа давай, влей еще. Вот это вот я четко прям проследила, то что причем это было со стороны, опять же, РФ. Мое личное мнение, еще раз, да, повторю, я, наверное, могу высказывать свое личное мнение. У нас пол-ютуба высказывает его относительно вот этих вот действий. Так вот, и в этой спецоперации так называемой, было что: давай, мы отвели, давай еще влей, еще вбухай, давай. То есть чтобы Европа, чтобы США в том числе влили еще бабла туда, в Украину. Для того, чтобы они слили еще больше ресурсов туда. И это, ну, не знаю, как там. Я очень надеюсь, вот просто вот понимаете, я вот вижу вот это вот все, и я очень надеюсь, что не знают, что они делают, потому что то, что вижу я, мне вообще ни хрена не нравится. В том плане, что выжать ресурсы, да, еще с них ресурсов, и погрузить их в еще большую экономическую же. И, кстати, помните насчет вот блэкаута, да, которые мы говорили про блэкауты очень часто там многие там говорили, вот, типа, отключат на несколько дней свет, там еще что-то такое. А я говорила, что нет, ребята, они не будут отключать свет, да, или что-то подобное, они будут действовать умно, они будут отключать вот именно, да, электроэнергии там не будет на определенных заводах, это электроэнергии не будет в определенных там моментах. Так вот, то, что мне не нравится, и, наверное, вы, может быть, не сопоставляете факты или как-то не хотите сопоставлять факты, но то, что сейчас происходит в Европе с экономическим просто уничтожением энергоресурсов, а вы, наверное, может быть, ну, те, кто в Европе живут, наверное, на себе это нормально почувствовали, да, а, уничтожением экономическим вот этой энергосистемы, это, блин, ребята, охренеть какой блэкаут, если вы еще не поняли. И это как раз-таки и есть уничтожение вот этих вот экономики путем просто погружения эту экономику в полный блэкаут,
в полное, блин, отсутствие энергоресурсов, в полное отсутствие. Это понимаете, это не просто кризис, это уже жопа. Простите меня за выражение. Это уже больше, чем энергетический кризис. И там я считываю истерию определенную. Но истерию не от того, что мы находимся в жопе, в кризисе, что нам делать, а истерию того, что, блин, еще немного, сейчас. Вот как стервятники, знаете, которые не видят вообще ничего вокруг, и у них вот просто вот глаза вот в эту одну точку сведены, и их как будто вот на вот этом их разводят. Если кто-то думает, что я сейчас преувеличиваю или преуменьшаю, или я ни хера не понимаю, да в Европе все в шоколаде, там вообще все супер классно, да, и да, как они там, вот эти политики орут, да манали мы без этого газа, да манали бы мы из этой нефти, да мы тут такие охрененные, да у нас тут супер экономики, да мы еще там валим 1500 раз там в эту там в Украину, там направо, налево деньгами сорить можем, мы же там такие супер охрененные, да, если вы вот думаете, что это вот так там происходит. Особенно я думаю, что люди с Украины думают вот так, то вы можете просто отследить этот момент по евро-доллару. Просто. Неважно, что они там пиндят со своего телевизора, рынок экономический обмануть не может. Так вот, евро пробило дно, по моим личным, по моему личному мнению, потому что всегда евро, сколько я помню, всегда евро было выше доллара. Всегда евро было, по крайней мере, на счет моей валюты на 20, там, а то и 30 рублей больше, чем доллар. Сейчас же евро стоит столько же. Евро и доллар стоят одинаково. Вы думаете, что это, говорит о том, что в Европе все в шоколаде? Если кто-то в это верит, ребят, серьезно, прекратите смотреть телевизор просто. И еще насчет блэкаута. Немного я рассказала, то, что я вижу, по крайней мере, из этого всего. Вот он вам, вот этот blackout, да, не то чтобы борьба за ресурсы, а фактически просто уничтожение вот этого вот всего. Вот он вам, вот этот blackout. И я сейчас, если честно, все настолько там смешалось, кони-люди, что я уже не понимаю, почему сценарию это все идет. Но это явно уже видно, да. И еще, я думаю, многие уже поняли по вчерашнему объявлению президента РФ и также по тому, что Госдума там внесла определенные законы про мобилизацию. Если кто-то думает, что это все вот дно Путина, бла-бла-бла, он там, значит, уже все проиграл ТД, все, он уже там не вылез, он, значит, он уже армию начал собирать, потому что великие войны НАТО там его побеждают. Я говорю, перестаньте смотреть телевизор. Если кто-то понимает вообще момент того, что здесь творится, то сам вот этот факт говорит о том, что они настроены, и они дают всему миру понять, что они настроены охренеть как серьезно. Они говорят фактически, да, на весь мир о том, что мы готовы к полномасштабной войне. И не с Украиной, ребят. Понимаете? Потому что я уже сказала, кто там воюет на Украине фактически. То есть они ставят, я очень надеюсь, что они там вот, я не знаю, чем они там думают, честно, у меня вот нет, но ставка очень высокая. Я вот это чувствую, ставка охренеть какая высокая. И они прям
чуть ли не ультиматум это ставят. И теперь, когда было объявлено о том, что в ЛНР, ДНР будет проходить референдум, я думаю, многие, да, уже поняли, почему войска все стянулись туда. Вот. Как там было, да? Помним, в Крыму зеленые человечки, там и все такое. И еще, ну, не знаю, как вам там убедительно, не убедительно, но просто скажу, что одна девушка, которая очень хорошо читает матрицы, она как раз-таки после вот этих новостей вчерашних, она сказала, блин, а я же, говорит, видела, что по матрице выходит. Вот она высчитывала, что по матрице как раз на осень выпадает расширение территории РФ. Понимаете, о чем речь? И уже вступает по факту то, о чем я говорила до этого. С одной стороны, когда у нас идет там кто хочешь, там, я не знаю, там, британцы, немцы, поляки, там, США, там, все и так далее. И помощь Украине в том, чтобы там она сама на своей земле там ковырялась, да, на своей территории. А другое дело, это когда вот это вот все заступит на территорию РФ. Если кто-то думает, что да вот, там же уже давным-давно война, там ты, я напомню о том, что официально войны не было. А даже бы если бы что-то там подобное было, война подразумевает а, то, что два государства там воюют и так далее и тому подобное, а те страны, которые вмешиваются в этот конфликт, то есть если бы это была полноценная стопроцентная война, то ни Британия, ни Германия, ни там вот эти вот страны, да, все, почему им тоже невыгодно было называть это войной? Полноценной, да, войной, конфликтом между двух государств. Почему они это назвали оккупацией, но войны объявлено не было? Почему? Да потому что они бы не смогли снабжать в таком виде Украину оружием. А знаете почему? Потому что это бы было пособничество в войне. То есть если ты снабжаешь одну из сторон просто бесплатным оружием, накачиваешь деньгами, оружием, солдатами, там еще чем-то, да, то это уже не считается помощью. Это считается, что вы уже союзники в полноценной войне. То есть фактически ты уже сам воюешь с вот этой страной против кого-то. И то есть тебе в ответку может прилететь ракетка. Понимаете? Как вы думаете, мир настолько простой, что ты можешь все что угодно, да, вот там, как некоторые говорят, да вот это то, да там война, не война. Это для вас так просто. А на самом деле это же, ну, типа геополитика, хотя мы понимаем, что где-то все куплено, где-то все договорено, где-то это, но есть определенные правила, понимаете, которые они между собой обязаны соблюдать. Так вот, к чему это я? Как вы думаете, да, почему в свое время там Украина не пошла завоевывать Крым обратно себе, да? И как вы думаете, что будет, когда вот это вот на Донбассе в, в конце сентября пройдет референдум? Я вам сказала то, что мне сказали по матрице идет. То, что Россия расширит свои территории. И я вам говорю о том, что когда вот этот референдум пройдет, и если это все выльется вот в то, во что выльется, то есть Россия типа официально признает эти республики своими, то это уже будет фактически территория РФ. И вот это вот все НАТО, зайдя на эту территорию или начать, которая начнет войну на этой территории или еще что-то, фактически это будет уже другой уровень. Это вам не
просто камушки там складывать, орать оккупанты, оккупанты там или еще что-нибудь. И я сейчас, еще раз повторюсь, что я нахожусь в огромнейшем шоке, потому что это охренеть какая высокая ставка. Фактически это ультиматум сраный всему миру. И я очень надеюсь еще раз, что они, понимают, что они делают. Потому что я чувствую, что это охренеть. Они просто на кон ставят. Охренеть, как много. А мобилизация, так называемая, и вот эти вот все там заявления о мобилизации, это не заявление о том, что мы проиграли войну, мы там боимся Украину, понимаете? Простите меня, если там кому-то чего-то обломаю. Вот это все объявление, это фактически объявление всему миру, что охренеть, ребята, мы готовы к полномасштабной, охренеть какой войне. С США, всей Европой, и вот этим всем вытекающим. И мне это нифига, не нравится. Потому что как изначально этот конфликт был, э, ну, больше, чем просто там какая-то вот возня-дрязня. То есть мы видим то, в принципе, вот сейчас, да, спустя время, мы видим то, что о чем я говорила про то, что это не просто ребята там на Украине, что-то там какая-то великая операция там происходит или еще что-нибудь. Это момент уничтожения экономики. Это больше, чем просто, да. Это в первую очередь уничтожение экономик. Это война, Третья мировая на финансовых рынках. И никто мне не верил. Никто, вы говорили, нет, ты что, Надюша, это все за Украину, ты несешь херню. И что вы видите? Что мы видим в итоге? Европа, которая орет о том, что она собирается уничтожить российскую экономику, которая ни хрена не уничтожается, уничтожается европейская экономика. И кто бы там что ни говорил, но мы видим, извините меня, индексы на бирже, которые говорят нам о том, что все вот эти бла-бла с телевизора остаются просто бла-бла. И да, российская экономика откатилась, но она откатилась к 2020 году, ребята. Сейчас, да, они объявили об всеобщей мобилизации, что рынок еще раз навернулся. Но, как сказала одна женщина, не может умереть то, что уже мертво. Они готовились к этому тоже. И оно тоже все поднимется, рано или поздно. Другое дело, что какого хрена вообще. А вот это фактическое, да, и я видела, что выкачивание денег, вот реально выкачивание денег из Европы, из США. Хотя США меньше страдают, у них сейчас нету такого вот, такой зависимости, такого вот всего. Выигрывают они на этой войне или проигрывают, а хрен его сейчас это знает. Но я не вижу, чтобы у них все там в шоколадно было тоже. Хотя они в гораздо лучшем положении сейчас находятся, чем Европа. Но их вот эти сланцевые магнаты тоже сказали, что они ни хрена больше нефти-то качать не будут. Потому что невыгодно это. Потому что невыгодно увеличивать запасы, то есть вкладывать бабки инвесторам для того, чтобы разрабатывать новые месторождения, для того, чтобы там увеличивать количество баррелей, да, в мире. Потому что это фактически понижает цену. Какой смысл, типа, брать, вкладывать деньги для того, чтобы понижать цену на рынке, когда я могу изготавливать меньше и продавать ее за охрененные бабки? Это бизнес. Ребята, если вы думаете, что даже там в США там что-то за людей, да, там, или вот это вот что-то там за геополитику, нет. И опять же вот во всем в этом мы возвращаемся к тому, что я видела а, инвестиционные компании. Помните, один из роликов был, где я видела какого-то мужика, который там именно на самом деле владел вот этим вот всем, там, Бифармой, там еще чем-то, да, вот этим вот Pfizer'ом, Херайзером, вот этими всеми вот штуками. И потом же я
посмотрела, проштудировала, и оказалось, да, действительно, это так. Всем владеют, всеми вот этими компаниями владеют инвесткомпании. И как скажет инвестор, так и будет, понимаете? Потому что в эти компании вкладываются деньги. И нужно заинтересовать инвестора в том, чтобы он вкладывал в это деньги. Он говорит, знаешь, мне не интересно в том, что ты вкладывал в что-то, что там принесет какую-то пользу человечеству. Я хочу вкладывать деньги в чипы, в вакцины, там, еще во что-то. То есть вот оно вытекающее. Войнушки в том числе. И еще тоже, ребята, такой момент есть. Ощущение, да. М, Это приходило ко мне. Плюс еще одна девушка мне сказала, что ей тоже пришло это. И как я понимаю, многие тоже это почувствовали, что последний ход. Скоро будет какой-то большой, огромный ход. Когда я это говорю, мне идет слово шах и мат. Эта фраза. Ну, не знаю, насколько это прям будет шах и мат, но даже там, я не знаю, вроде как какие-то там источники, опять же, англоязычные, да, говорили инсайдеры, что какие-то большие моменты будут после смерти королевы Елизаветы II. И мы тогда тоже видели, девочки видели, что как только бабка уйдет, сядет вот этот вот Карл, да, наш на престол, и все повалится нахрен у него там. Кстати, тут, наверное, вы видели, Индия запросила свою реликвию назад себе. Вот. О том, что типа верните-ка, товарищи монархи, нашу реликвию. А это уже о многом говорит. То есть фактически это как непризнание уже этой короны, власти этой короны над собой. Хотя типа а, Индия уже не находится под властью короны, но мне шло то, что это формально не находится, а так какие-то есть привязки, то есть в виде энергетических, да, связей или чего-то такого, что фактически корона еще, власть короны распространяется. И вот этот вот запрос, я посмотрела на тонком, мне пришло, что да, то есть это не просто запрос там какой-то, а именно, что они требуют назад власть, то есть суверенитет собственный. И говорят, мы больше не признаем вашу власть, мы больше не признаем власть короны, верните нам наши регалии. Так что тоже сыпется. Ну и там многое есть, где он там приезжает там, в другие страны, ему говорят, ты не наш король и так далее. Ну, уже волна какая-то определенная идет в этом плане. И, кстати, ну, у некоторых, может быть, нет доступа, да, у кого там вот к Бусти. Недавно тут монтировала ролик, одна из старых записей, которую мы еще в июне смотрели на тонком. Ам, Там промелькало такое, что я, когда смотрела вот эту вот королеву, еще что-то, и тогда она еще типа живая была, я говорила, что мне идет вот то, что когда она копытнется, такая фраза шла: "Лондонский мост рушится, рушится, рушится". Вот прям песенка вот эта шла: "Лондонский мост рушится, моя леди". То есть, Тауэрский мост, вот этот лондонский, он тоже что-то означает, у них какое-то несет большое значение. И как-то, по-моему, когда мы там смотрели часы, вот эти Биг Бена, да, кстати, то, что Биг Бен остановился, когда копытнулась-то она, тоже не зря это все было, то есть сломались там они или что, потому что вот этот Биг Бен, он официально вообще часики Елизаветы его называют, поэтому тоже все очень непросто. В общем, вот так вот, ребята.
Напряжение сейчас максимальное, и вообще просто у меня такое ощущение, как будто вот мир не то чтобы застыл над пропастью, но какой-то очень вот такой момент сейчас, вот как вот, знаете, секунда до взрыва, что ли. И знаете, еще такое, что на кон и те, и другие поставили очень много. И реально тут уже настолько все смешалось. Вот серьезно, я смотрю на вот эту вот всю геополитическую сейчас ситуацию. а, Настолько все смешало, на фоне люди, что уже не понять, где там чего глобалисты делали, где чего там так называемые белые шляпы, потому что м, уже грязные методы. Вот вообще вот и с той, и с другой стороны, просто с двух сторон используются очень грязные методы. И на кон ставят вот схлестнулись 2 волны. Вот сейчас такой образ идет. Просто вот 2 волны схлестнулись, и ни одна уступать не собирается. И вот, знаете, пан или пропал вообще вот по головам, грубо говоря. Идти до конца вот. Тоже идет сейчас смертельный бой, последний бой, он трудный самый. В общем, вот так. Наверное, это сложно немного слышать, что как бы одни не пушистые, не белые, это понятно, а вот то, что другие тоже далеко не белые, далеко не пушистые, а тоже действуют достаточно грязно, не чураются ничем и собираются идти до конца и просто бросать все ресурсы в этом. Вот это вот, наверное, немного не по себе от осознания этого всего. Но это, ребята, действительно, это политика, это геополитика, это грязные дела. Не то, чем есть гордиться. Но на этом, наверное, на сегодня все. Тяжело мне немного далась эта запись, потому что я не люблю плохие новости, я не люблю говорить об этом, тем более я не люблю вот, ну не то чтобы нагнетать, а вот такую не очень приглядную правду кому-то рассказывать, потому что это все грязно, мерзко и по мне очень отвратительно. Но какая есть. Ладно, ребят, давайте. Всем всего хорошего. Пока-пока.